Почему для многих не работает финастерид? Выпадение волоса – это система. Это видео я хочу записать для тех, кто использует финастерид или думает использовать финастерид. И то, что я говорил во многих роликах до этого, финастерид поможет не каждому. Подписывайся. Выпадение волоса – это следствие. И, как правило, не только одного фактора. Когда вам говорят трихологи или дерматологи, что у вас ага, этим не все сказано. То есть андрогенетическая аллопеция, я не знаю, почему все объединяют в одно. Это видео я хочу записать для тех, кто использует финастерид или думает использовать финастерид. И то, что я говорил во многих роликах до этого, финастерид поможет не каждому. Сегодня я попробую вам объяснить, почему. Вот представьте, что у кого-то в доме прорвало трубу. И вариант какой? Быстрый вариант какой? Это там пойти вниз, я не знаю, в подвал и перекрыть стояк на весь дом. Это то, как работает финастерид. То есть, когда вы идете к трихологу и вам рекомендуют финастерид, это значит вот реально перекрыть всю воду всему дому. Но вопрос в том, что правильно выяснить, в чем все-таки поломка и в чем причина. Да, при этом можно перекрыть действительно воду у всего дома в тот момент, когда будет искаться, скажем так, та самая проблема. Но искать проблему ведь тоже нужно, когда вода течет, чтобы понять, откуда она течет и из-за чего. То есть нужно найти ту самую проблему. Почему многие трихологи назначают вам финастерид? Потому что это то, что вам точно вентиль закрутит, и вы перестанете терять волосы. Но не для всех это правильно, особенно для тех соседей, у кого как бы и не было никакой проблемы в подъезде, да, а вы перекрыли всю воду, и, соответственно, ни у кого не осталось воды. Вроде бы воды нет, ничего не течет, но вода-то нужна, и она не просто так в этом доме. То же самое ваш организм. Когда вы перекрываете, что называется, весь вот этот вентиль финастеридом, вроде бы доктор вам сказал, и вроде бы волосы у вас тоже перестали выпадать, но это не то, что должно быть. К чему я веду? Нужно выяснять конкретные причины выпадения волоса. Это можно сделать, да, просто придется потратить немножко больше времени, нужно время для анализирования ситуации, то, как это все будет двигаться, но это можно выяснить. То, что мы сейчас делаем, и выясняем. И те, кто, скажем так, готов пройти по вот этому сложному пути, почему нужно пройти сначала по более сложному пути, чтобы потом ваш путь был как раз-таки более легкий. Перекрывая стояк, что называется, в подвале на весь подъезд, страдают все соседи. Нужно искать конкретно, где есть течь. И есть специальные анализы, которые позволяют это выяснить. Почему я вообще записал это видео? Практически весь последний год я изучаю лечение и восстановление волоса. И сейчас мы приступили к практическим действиям выяснения конкретных причин выпадения при конкретной ситуации. И воздействие не полностью всем, чем можно бомбить, что называется, из пушки по воробьям. Обычно это миноксидил и финастерид, а более точечно, чтобы снимать все остальное и воздействовать именно на ту самую проблему. Ну и, кстати говоря, волос у нас выпадает не только из-за дигидротестостерона, но из-за нескольких причин. Все, что у нас происходит вот здесь, то, что у нас происходит вот здесь, и то, что у нас происходит вот здесь. Если вам будет интересно, напишите. Возможно, я запишу отдельное видео и расскажу об этом всем. Я не просто так записал это видео, потому что я вижу, что многие начинают все больше и больше, все чаще и чаще использовать финастерид без разбора. Где-то кто-то, какой-то блогер записал видео, кто-то просто начинает использовать финастерид там в малых дозах. Поймите, вы все равно воздействуете на свой организм. Если найти правильную точку, откуда течет та самая вода, где самая проблема, можно точечно ее устранять. Это то, как оно и должно быть. И вы спросите, а почему тогда трихологи этого не рекомендуют? Или доктора в клиниках? Ну, доктора в клиниках, у них вообще другая задача, не лечить ваши волосы, а делать пересадку. То есть это технические исполнители. То же самое, когда вы придете на пересадку печени, и вам скажете, доктор, а почему бы вы не вылечили мою печень? Да? Потому что у него другая задача. У него задача пересадить уже, работать с проблемой. И вот ваша проблема — это уже выпавшие волосы. Тогда
по трихологам. Вы скажете, а почему тогда трихологи не рекомендуют и не могут добраться до сути? Потому что вы у них не один. Для этого нужна фокусировка на каждый конкретный случай. Для этого нужно время, для этого нужно, скажем так, личное участие и внутреннее, наверное, желание этим заниматься, потому что это вот нужно прям отслеживать вас на протяжении нескольких месяцев. То есть вот знать конкретно, что у вас происходит. А если при этом вы не покупаете у клиники там их какие-то лосьоны, шампуни, и не делаете в этой клинике PRP, я имею в виду, не приносите кэш в клинику, то какой интерес у вас? Я не буду обобщать, потому что везде есть разные, скажем так, люди, есть предприниматели, есть настоящие доктора, которые готовы, скажем так, доктора-энтузиасты, но тем не менее, надеюсь, вам стало немножечко понятнее, по крайней мере, я донес до вас свою мысль, цель этого видео и мораль. Не для каждого подходит финстерид. Второй момент. Почему вам рекомендую чаще всего финстерид? Потому что это то, что вот просто перекрывает вентиль всего, не разбираясь, в чем конкретно ваша проблема. Третье. Если вы хотите найти более простое решение, нужно сначала пройти по более сложному пути. Зато потом будет намного все просто, потому что вы будете знать причину выпадения ваших волос и работать с той самой причиной. Подписывайтесь.